Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня у нас с вами урок вязания вот по этой схеме. Ранее мы эту схему с вами очень подробно рассмотрели. Ссылка на это видео будет в описании. А сейчас мы с вами научимся вязать плотный квадрат по этой схеме. Сразу скажу, почему я назвала этот квадрат безразмерным. Потому что вы можете по этой схеме связать квадрат любого размера, от маленького до очень большого, вплоть до квадрата размером с подушку. То есть можете вязать квадрат такой, какой вам нужен. Итак, давайте начнем. Для того, чтобы связать квадрат по этому узору, я использую пряжу из расчета 250 метров в 100 граммах и крючок номер 4. В самом начале вязания мы с вами сделаем кольцо. Вот таким образом. И потом мы с вами его затянем. Здесь специально начало вязания обозначено кольцом, и мы делаем это кольцо амигуруми для того, чтобы этот уголок был острым. Сделали кольцо и сразу набираем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Дальше, посмотрите, в это кольцо мы должны связать 6 столбиков с одним накидом. Вяжем обыкновенные столбики. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6 столбик провязали в это кольцо. Вот что получилось. Можно кольцо немножечко стянуть. Или мы с вами можем стянуть его очень даже сильно. И получается вот такой уголок. Дальше вязание поворачиваем, и следующий ряд будем вязать только столбиками без накида. На схеме они обозначены крестиками. Но здесь будет у нас один нюанс. В начале ряда набираем воздушную петлю. Вот она. Дальше провязываем 3 столбика без накида. Первый столбик сразу же в первую же петлю. Второй столбик в следующую петлю. Третий столбик в следующую петлю. Провязали 3 столбика без накида. А теперь, посмотрите, есть такой нюанс. Мы с вами подошли к нашему серединному столбику. Вот он. То есть в предыдущем ряду он как раз по центру находится. 3 элемента справа, 3 слева. И по центру вот он, центральный этот столбик. Вот он. 3 остались с этой стороны. Это центральный, и 3 с этой стороны. Итак, здесь провязываем следующим образом. Вяжем полустолбик с накидом. Вот так. Теперь, посмотрите на схему, вяжем в эту же петлю, вяжем столбик без накида. И снова провязываем полустолбик с накидом.
На схеме он обозначен вот такой вот линией. Вяжем полустолбик с накидом в эту же петлю. То есть в одну петлю у нас с вами будет провязано сразу 3 элемента. Вот как вы видите, у меня здесь получается. Провязываем в одну петлю полустолбик с накидом, столбик без накида и еще один полустолбик с накидом. Вот. И дальше завершаем вязание 3 столбиками без накида. Как раз у нас с вами 3 петли осталось. Так. Первый столбик, второй столбик. И еще один вот сюда в край. Захватываем 2 ниточки и провязываем столбик без накида. Итак, второй ряд у нас с вами провязан. Вот как выглядит вязание. Теперь будем вязать 3-й ряд. В этом узоре есть лицевая и изнаночная стороны. Лицевая будет с той стороны, где вы по лицу вяжете столбики с одним накидом. То есть вот эта сторона, на которой вы вяжете столбики с одним накидом, она будет лицевая. А вот эта сторона, обратная сторона, будет изнаночной. Не забудьте это, когда будете уже создавать какую-то вещь на основе этого узора. Итак, следующий ряд мы начинаем с 3 воздушных петель. Причем мы их должны расположить вот над этим столбиком без накида. Я делаю это вот так. Но на самом деле достаточно даже связать 2 петли вот таким образом. Либо мы делаем 3 воздушные петли вот таким образом. 1, 2, 3. 3. Вот так. Далее вяжем 3 столбика с одним накидом. Следующую петлю 1 столбик, затем следующую петлю другой столбик, и вот сюда провяжем столбик 3. Смотрите, он будет провязан над полустолбиком вот предыдущего ряда. Вот так. И теперь будем выполнять центральный элемент. Мы с вами подошли вот к этому столбику без накида, который вязали в предыдущем ряду. И в этот столбик нужно связать 5 столбиков с одним накидом, то есть в одну петлю основания. Итак, вяжем 5 столбиков с одним накидом в одну петлю основания. Вот, я провязала 5 столбиков с одним накидом в одно основание. Дальше я вяжу столбиками с одним накидом, и их у меня будет 4. То есть у нас в самом начале 4 элемента, и в конце ряда тоже 4. Как раз у меня осталось 4 петли. 1, 2, 3, 4. Вяжу только столбики с одним накидом. Вот что у меня получилось, когда я провязала 3-й ряд. Это у нас ряд пойдет по лицевой стороне вязания. Дальше я вязание поверну, и 4-й ряд буду вязать по схеме столбиками без накида. И центральный элемент я выполню точно так же, как во 2-м ряду. Итак, провязываю 1 петлю воздушную. Дальше сразу же
здесь начинаю вязать столбик без накида. И всего у меня таких столбиков 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязала 6 столбиков. И теперь я нахожусь возле центрального столбика. И здесь буду выполнять точно так же, как и во втором ряду. Сначала полустолбик с накидом, потом в эту же петлю столбик без накида и снова в эту же петлю полустолбик с накидом. Уголок выполнен. И дальше я должна провязать оставшиеся 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот здесь вот, где мы вязали 3 воздушные петли подъема, пожалуйста, захватывайте 2 ниточки обязательно. Все. Таким образом я выполнила 4-й ряд. Это изнаночная сторона, а вот это лицевая сторона вязания. Обратите внимание, что наши с вами изнаночные ряды, которые состоят из столбиков без накида, они все четные. И в этом узоре, кстати, легко подсчитывать ряды. Вот 2, 4, 2, 4 и так далее. Теперь я буду провязывать 5 и 6 ряд. Буду вязать четко по этой схеме. Снова 3 петли подъема. Еще раз показываю, как я это делаю. Вы можете делать по-разному, а можете делать вот так. 1 петля, 2 и 3. Вот у нас ровно над этим элементом сразу 3 петли. Дальше столбики с одним накидом вяжем до вот этой центральной петли. Итак, 1, 2 столбик, 3, 4 столбик, 5, 6, 6 столбиков у меня. По схеме давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И мы снова с вами оказались у центра. Здесь я снова в центральную петлю, в одну петлю основания буду провязывать 5 столбиков с одним накидом. Вот они. Итак, 1, 2, 3, 4 и 5. Все. Уголок выполнен. Теперь я буду здесь провязывать 7 столбиков с одним накидом. Почему 7? Потому что здесь первый элемент у нас идет с краю, затем 6 столбиков, всего 7. И здесь должно быть тоже 7. Итак, в каждую петлю провязываю подряд столбики с одним накидом. Вот так. Я сейчас вяжу немножко быстрее, потому что принцип вязания вам уже понятен. Вы, наверное, сейчас тоже, если вяжете со мной вместе, вяжете тоже быстрее уже. От ряда к ряду будете вязать все быстрее и быстрее. Так, вот 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. Вот. Провязала 5 рядов. 6 ряд вяжу точно так же, как 2 и 4.
воздушная петля и сразу выполняю столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязала 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И снова центральный элемент из полустолбика с накидом, столбика без накида и полустолбика с одним накидом. То есть, таким образом мы с вами рассмотрели, как связать этот квадрат. Я не буду вязать 20 рядов, я сейчас вот уже закончу вязание. Вы дальше, пожалуйста, провязываете этот квадрат такого размера, какой вам необходим. У меня готов вот такой квадрат. Вот это лицевая сторона вязания. Что интересно, что таким узором, такими квадратами можно связать очень даже красивую подушку. То есть вы начинаете вязание с угла, дальше вы можете менять цвета, и у вас получится достаточно такой очень интересный декоративный элемент для вашего интерьера. Можно также связать несколько квадратов и их вместе сшить, и получится такой своеобразный пэтчворк. Также с помощью таких квадратов можно связать, например, тапочки, можно прихватку сделать. Ну, я не знаю, полет фантазии может быть абсолютно любой. У меня получилось полотно достаточно плотное. Если бы я взяла крючок, например, не 4, а 5, то могла бы связать точно таким же способом плед. Для пледа я бы все-таки посоветовала вязать несколько таких квадратов, можно даже больших квадратов связать, сделать его прямоугольным. Ну, то есть здесь варианты возможны абсолютно любые. Вот такой получается узор. Надеюсь, что на основании этого урока вы свяжете квадраты, свяжете много интересных вещей. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. И обязательно нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки вязания и новые видео на моем канале. Всего вам доброго, до новых встреч!